Ну что, мои дорогие друзья, давно на моем канале не было обзоров на тему экологии, ее защиты и альтернативных источников энергии. И как вы уже догадались, чтобы исправить данное положение дел, я решила рассмотреть для вас новый, очень перспективный, опять-таки на свой взгляд, блокчейн-проект, который называется EcoTech, об особенностях и преимуществах которого мы сейчас с вами и поговорим. Поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите этот выпуск до конца. И да, не забывайте подписываться на мой канал и активировать колокольчик, чтобы и впредь не пропускать мимо себя все мои свежие обновления. Что ж, с этим, я думаю, мы разобрались. Поэтому давайте уже наконец-то перейдем к разбору самого проекта, главная цель которого заключается в построении децентрализованной сети вокруг компаний и учреждений, которые до сих пор пользуются невозобновляемыми источниками энергии, для того, чтобы отслеживать их нелегальное потребление. Осуществить же все это им помогут специальные датчики, которые будут мониторить потребление невозобновляемой энергии всех этих организаций и предприятий, после чего фиксировать полученные данные непосредственно в самом смарт-контракте. И впоследствии, если же за кем-то будет зафиксировано нарушение, будет выписан штраф или же предупреждение, которые, кстати, могут получить даже целые города, которые потенциально подвержены загрязнению из-за неправильного использования невозобновляемой энергии корпорациями. При этом сам проект работает еще и над поиском альтернативных источников энергии, которые будут также хороши по своей эффективности, как и невозобновляемые источники энергии. Плюс команда EcoTech намерена поддерживать благотворительные организации по всему миру, помогая тем самым нуждающимся женщинам и детям. Реализовать же весь этот, не побоюсь даже этого слова, глобальный план поможет разработчикам их специально созданный токен EcoT, который, как вы уже возможно заметили, основан на базе BSC и призван помогать контролировать и отслеживать использование невозобновляемой энергии по всему миру. Что, как по мне, очень даже здорово, так как я всегда положительно настроена на подобного рода проекты, которые действительно путем децентрализованных инструментов управления и взаимодействия стремятся привнести в наш мир регулировку каких-то вредных производств. Собственно, поэтому EcoTech и привлек мое внимание. Стоит отметить, что проект уже успешно развивается с середины 2021 года и успел добиться немалых высот, а именно заключить многочисленные соглашения со многими компаниями, занимающимися в области охраны окружающей среды, и привлечь к своему проекту интерес многих влиятельных фигур, таких как Илон Маск. А еще проект был успешно залистен на такие информационные порталы, как CoinGecko и CoinMarketCap, где вы также легко можете получить для себя всю необходимую аналитическую информацию относительно цены его токена, рыночной капитализации, объемов торгов и так далее. При этом, как видите, график выглядит очень бодро, и токен показывает весьма неплохой рост относительно своей небольшой коррекции. Кстати, обращу ваше внимание еще и на тот факт, что суммарная поставка EcoT Coins составляет всего лишь 150 миллионов, из которых 1/3 сгорит, запустив тем самым дефляционный механизм, который призван не просто контролировать обращение EcoT в сети, но и стимулировать его рост и ценность для всего сообщества. Купить же токен, как вы видите, можно уже прямо сейчас на бирже PancakeSwap, что отчасти неудивительно, так как токен, я напомню, создан на базе BSC. Но, как вы понимаете, останавливаться на достигнутом разработчики не намерены, поэтому в самое ближайшее время у них ожидается запуск их эко-магазина, который будет специализироваться на энергосберегающих товарах, где основным и единственным способом оплаты, конечно же, будет EcoT Coins. А еще, ближе к 20 числам февраля, EcoT Coin будет размещен на одной очень крупной централизованной платформе под названием XT и чуть позже на не менее крутой и сильной платформе, как CoinsBit, что, как вы понимаете, естественным образом спровоцирует приличный рост цены данного токена, а значит и потенциальную прибыль для всех его владельцев. Но как бы там ни было, напоминаю вам, что мои видео носят исключительно информационный характер и ни к чему вас не призывают, разве что только призывают подписываться на все официальные социальные ресурсы проекта, чтобы не только еще ближе с ним познакомиться, но и чтобы не пропустить мимо себя все его свежие обновления, которых, как мы видим, исходя из их дорожной карты, в ближайшее время будет еще очень и очень много. Таким образом, немного подытожу, что взаимодействуя с EcoTech у вас есть отличная возможность не только безопасно владеть его токеном EcoT,
100% ликвидности которого заблокировано, анонимно контролировать компании и организации, оказывать гуманитарные помощи, но и получать приятную прибыль от ранних инвестиций. Что в свою очередь опять-таки звучит все это очень заманчиво. Поэтому считаю своим долгом напомнить вам еще и о том, что мои ролики не являются инвестиционным пособием. Поэтому перед принятием каких-либо важных решений обязательно проводите свое собственное исследование проекта, осуществить которое вы, как всегда, сможете по ссылкам, указанным в описании под этим видео. А пока искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего обзора, который, быть может, выйдет на моем канале Криптоледи уже завтра. Отличного всем дня и пока-пока!